Всем привет! Меня зовут Алексей Сухов. Сегодня будет обзор вот этой модели. Это вертолет Ми-8Т в раскраске МЧС в масштабе 1 к 72. Модель действующая, в нее вращаются основной и рулевой винты. В грузовой кабине сделан свет. И при определенных условиях эта модель даже может демонстрировать некое подобие полета. Начну я свой обзор с определения тяговых характеристик. Ну и начнем со взвешивания. У меня подготовлены весы. Сейчас мы их включим, обнулим и посмотрим, сколько наша модель весит. Итого вес модели 96 грамм. Теперь замерим тягу. Для этого подключаем электрический ток. Я специально для этого изготовил дополнительный провод с разъемчиком. Подключаем. Рулевой винт хоть и вращается, но реактивный момент от несущего винта не компенсирует. И чтобы у меня вертолет на весах не раскрутило, я его с боков подопру тем, что потяжелее. Так, сейчас пока у нас малый газ. Это не самый малый газ. Вот самый малый газ. Так, ну что, добавляем полный газ. Итого тяга на полном газу составляет целых 14 грамм. При весе вертолета 96 грамм. Плавно сбрасываем до малого. И выключаем. Теперь я вертолет разберу и покажу вам, что у него внутри. Начиная с лопастей несущего винта. Каждая крепится одним винтом. Диаметр винта 1,5 мм, длина порядка 2 мм. Вот такой маленький винтик. Это винт от какого-то мобильного телефона. Снимаю последнюю лопасть. Последний винт. И лопасти сняты. Перед вами комплект лопастей несущего винта. На концах некоторых лопастей приклеены балансировочные грузики. Лопасти не одинакового веса. И для того, чтобы их отбалансировать, чтобы уменьшить вибрации, мне пришлось клеить грузики и выравнивать вес всех лопастей. Если кому-то интересны подробности, пишите в комментарии, сниму об этом отдельное видео. Переходим к рулевому винту. Он вращающийся, вращается при помощи вибромотора, который я заказал с AliExpress. Сам рулевой винт я планировал использовать штатный, но штатный оказался очень кривой. И было тяжело его отбалансировать. Хотя я это сделал, и он у меня работал какое-то время. Но потом у меня произошел с вертолетом несчастный случай. Он у меня спикировал с полки, где стоял. И рулевой винт очень сильно в результате этого пострадал. Отвалились лопасти. Я решил его не восстанавливать в изначальном виде. И взял от него только втулку рулевого винта, а лопасти сделал так же, как и лопасти несущего винта, из стеклотекстолита толщиной полмиллиметра. Вот что получилось. Здесь вы видите материалы, которые я применял для изготовления лопасти несущего винта и лопастей рулевого винта.
Это алюминий толщиной полмиллиметра. Из него изготовлены комели лопастей несущего винта. Это стеклотекстолит толщиной также полмиллиметра. Из этого кусочка я изготавливал лопасти рулевого винта и тестировал, как себя на нем поведет краска. А это у меня запасной комель для лопасти несущего винта. Вот так он выглядит. С винтами разобрались, теперь капоты. Чтобы снять капоты, необходимо открутить два винтика, такие же точно, какие крепят лопасти несущего винта. Вот они, два по бокам. Откручиваем второй. Теперь сдвигаем капоты вперед, расцепляем сзади створки, раздвигаем и аккуратненько снимаем. Теперь капоты у нас в руках. Вот так это выглядит изнутри. Спереди подклеена планочка, с помощью которой капоты крепятся в передней их части. Сзади также подклеено несколько бобышек. В самых задних бобышках устроен крючок из стальной проволоки. Спереди бобышки оказались невостребованными. Капот и так неплохо держится. Вот, а соединяется это все легким движением. Хоп. И капоты соединились. Спереди капоты устанавливаются под шляпку вот этого винта, а сзади крепятся к этому подклеенному литнику. Здесь у нас кронштейн крепления вертолета к штанге. Крепится двумя винтиками М3. Откручиваем. Цапфа изготовлена из вала от принтера диаметром 8 мм. Внутри резьба М4. И прикручена она к кронштейну винтиком с потайной головкой. Выкручиваю переходные втулки. Они изготовлены из стоек для печатных плат. У резьбовой части стойки обнижены, для того, чтобы их можно было вкрутить, не расширяя штатных иллюминаторов модели. Переходим к силовой установке. Начну с втулки несущего винта. Она у меня не копийная, выполнена из капролона или из полиамида, его еще называют. Сделана на токарном станке. Внутри под вал двигателя просверлено отверстие диаметром 3 мм, и фиксируется она на валу стопорным винтиком. Снимать я ее не буду, ничего интересного там нет. А вот мотораму я разберу и покажу вам, из чего она состоит. А состоит она из трех деталей, трех кронштейнов, которые между собой соединяются винтиками М3. И все это происходит сквозь корпус модели. Сейчас я эти винтики выкручу, достану моторчик и подробненько вам все покажу. Извлекаем там внутри провода. Достаем питающий провод. И там еще провод, который идет на рулевой винт. Вот он. Я тоже сделал его с разъемчиком, для того, чтобы было в случае чего проще разбирать, вытаскивать силовую установку. Провод двигателя рулевого винта проходит через всю балку
и оканчивается разъемчиком. И внутри осталась последняя часть моторамы. Это основа, к которой крепится двигатель и через которую вертолет крепится к пусковой. Вот так все это выглядит в разобранном виде. Основной кронштейн выполнен из алюминиевого уголка 20 на 20. В одной полке вклепаны резьбовые втулки, через которые вертолет крепится к штанге. А в другой полке сделаны 4 резьбовых отверстия, к которым крепится моторама и, собственно, вертолет. Вот мы и добрались до сердца модели. Это электродвигатель, вернее, это мотор-редуктор. Напряжение питания 6 вольт. Скорость вращения выходного вала 1000 оборотов в минуту. Я бы хотел поставить моторчик с большей частотой вращения выходного вала, 1500-2000, но такой в продаже мне найти не удалось. Поэтому использую то, что имею. По большому счету, со своими задачами этот моторчик вполне себе справляется. Хотел бы остановиться еще на одном моменте. Это подсветка грузовой кабины. Она осуществляется вот этим светодиодом, который подключается последовательно с двигателем рулевого винта. Двигатель рулевого винта питается от напряжения 1,5 вольта, а на основной двигатель у нас приходит 6. То есть мне нужно было напряжение понизить. Я, собственно, не собирался делать никакую подсветку в салоне, но резистора нужного номинала для понижения напряжения у меня не оказалось. И мне посоветовали знающие люди использовать светодиод. На нем как раз падает избыточное напряжение, и на двигатель поступает нужные 1,5 вольта. А это самая первая силовая установка, то, с чего все начиналось. Я планировал использовать обычный моторчик для вращения несущего винта, но он не способен оказался развить нужный крутящий момент, и мне пришлось использовать мотор-редуктор с большим крутящим моментом. Но мотораму я почему-то не выбросил, сохранил. Она изготовлена из алюминиевой пластины, имеется винтик стопорный, который фиксирует моторчик внутри. И чтобы все это не разгибалось, все соединено проволочной скобой. Пару слов скажу про фюзеляж. Он остался в практически неизменном виде, за исключением выреза под моторчик. Все внутренности оттуда вынуты. Нет ни пола, ни десантных сидений, ничего. Осталось только огнетушитель, дверь в кабину экипажа. Внутренности кабины экипажа остались без изменений. Вот здесь над сдвижной дверью должна быть лебедка LPG-150, но, к сожалению, в моем наборе таковой не оказалось. Переходим к шасси. Колеса, как основные, так и передние, остались прежние из набора, а вот стойки я полностью поменял. Стойки изготовлены из сварочной проволоки, стальная проволока диаметром 0,8 мм. Сейчас я переверну и покажу вам, каким образом амортстойка соединяется с подкосом и полуосью. Вот это у нас полуось. Она подходит к амортстойке, обвивает ее и плавно переходит в подкос. И все это своими отогнутыми кончиками вставляется в предварительно просверленные отверстия. Стопор колеса изготовлен из такой же проволоки. Сделано 2 витка. И стопор этот на ось приклеен. Отсюда видим кончики амортстойки и 2 конца полуоси с подкосом.
Конструкция основных стоек оказалась чрезвычайно надежной, такой, что даже выдержала падение с 2-метровой высоты. Теперь переходим к передней стойке. Сделана она по такому же принципу, из той же самой проволоки. Конец ее обвит вокруг кусочка такой же проволоки и пропущен сквозь фюзеляж. Подкосы точно так же обвиты вокруг этой стойки, сделаны из одного куска, и сделано колечко из 2 витков проволоки, пропаянное, чтобы зафиксировать всю эту конструкцию. Колеса, как я уже говорил, использованы штатные. В общем, получилась вполне достойная замена штатным стойкам. Вот так это все выглядит в разобранном виде. Кронштейн моторамы, моторчик, еще 2 кронштейна, фюзеляж, хвостовая балка с рулевым винтом, моторчик, капоты, лопасти несущего винта и комплект крепежа. Покажу вам то, что осталось от штатного набора. Я почему-то это не выбросил. Наверное, чтобы показать вам. Вот это остатки литника. Здесь запасная лопасть несущего винта. Из литников я делал всякие бабышки, всякие пластиночки для крепления капотов. Вот штатные лопасти несущего винта. Сначала я использовал их, чтобы подсоединить их к втулке. Прикрутил на нитках алюминиевые пластинки и все это дело проклеил. Дальше идет пол грузовой кабины, короба отопления, то, что мне пришлось выкинуть, десантные сиденья, иллюминаторы, сквозь которые у меня крепеж идет к штанге, втулка несущего винта, токосъемник несущего винта, автомат перекоса, трубочки, приемники воздушного давления. Чтобы не отломались, я их не стал даже приклеивать. Дальше трап, амортстойки основных стоек шасси, подкосы с полуосями и обтекатели, передняя стойка шасси, имитация главного редуктора, отломанные лопасти рулевого винта, кончик хвостового редуктора, который я отрезал, чтобы поставить моторчик, и перегородка из кабины пилотов. Ну и в заключении покажу вам результат падения вертолета с полки 2-метровой высоты. Все развалилось, все рассыпалось. Отвалились некоторые лопасти, вон они на прищепках стоят, клеются. Отвалились ручки управления, педали, сиденья. Вот я здесь кое-что уже подклеил. Отвалились лопасти рулевого винта, о чем я ранее говорил. Вот еще раз вам продемонстрирую силовую установку. Фюзеляж раскололся вдоль линии склейки. Вот он весь в резинках клеится сейчас. Вот снизу видно трещина вдоль линии разъема. После этого падения вертолет я восстановил. Так что история продолжается. Ну что, полетели. Пока этот рычаг не трогай. А можно я? Так, взлетаем. Все, сильнее не надо. Вперед. На этом обзор я заканчиваю. Жду ваших комментариев. Следующую серию планирую снять про пусковую установку, центральную ее часть. Всем пока!